После того, как семья отдала эту собачку обратно в приют, ей было сложно заново привыкнуть к приютским стенам. Она верила, что сейчас хозяева зайдут в двери приюта и заберут ее домой. Но, увы, этого не происходило. Приютская собака думала, что хозяева за ней вернутся, но этого не случилось. Жизнь собачки по кличке Джейн была непростой с самого начала. Ее нашли на улице в штате Луизиана, США, и подобрали почти сразу после рождения, вместе с бродячей матерью-собакой. Они попали в местный приют, где за собачками начали ухаживать заботливые сотрудники. Джейн подрастала здоровой и активной девочкой. Приютская собака думала, что хозяева за ней вернутся, но этого не случилось. Через несколько месяцев собачка подросла достаточно, и пришло время искать для нее хозяев. Первая семья забрала Джейн в 2017 году. Они полюбили ее, и собака все это время жила у них, как казалось сотрудникам, счастливо. Но все было не так радужно. Приютская собака думала, что хозяева за ней вернутся, но этого не случилось. Уже в 2022 году Джейн неожиданно привезли обратно в приют. Хозяева решили сдать ее обратно, мотивируя это тем, что Джейн не уживается с маленькими собаками, которых у них несколько. Что ж, собаке пришлось смириться. Но привыкать к стенам приюта заново после теплого дома было очень непросто. Приютская собака думала, что хозяева за ней вернутся, но этого не случилось. Собака стала грустной, и ее как будто ничего не интересовало. Персонал приюта делал все, чтобы взбодрить Джейн и показать ей свою любовь. Все дарили ей ласку, а еще у нее появился маленький плюшевый друг. Она все время проводила со своей любимой игрушкой в виде ленивца и никуда не ходила без нее. Приютская собака думала, что хозяева за ней вернутся, но этого не случилось. Время шло, а для Джейн так и не находили семью. Бедная собака уже и не надеялась на чудо, проведя весь год в приюте. Но чудо случилось. Одна пара заинтересовалась собачкой и решила забрать ее к себе. Так у Джейн появился новый дом. У пары нет других животных, поэтому она стала их единственной любимицей.